привет! Добро пожаловать на канал! Сегодня будем готовить медовик. Список всех ингредиентов, как всегда, вы найдете ниже в описании под видео. Загляните в плейлисты, возможно, вам понравятся какие-то другие рецепты. В небольшой кастрюле соединяю масло, сахар, соль и мед. Масло можно заранее достать из холодильника. Когда сахар и масло полностью растворятся, я выключаю плиту и добавляю соду. Интенсивно перемешивая, чтобы поднималась небольшая пена. Если пена у вас не образовывается, то включите ненадолго огонь и снова выключите. Как только масса приобретает золотистый оттенок, отставляю в сторону до остывания. Добавляю яйца, хорошо перемешивая и небольшими частями ввожу пшеничную муку. Тесто еще слегка теплое, выкладываю его на поверхность, присыпанную мукой, и начинаю разделять на небольшие кусочки. Все 12 частей закрываю полиэтиленовым пакетом и оставляю минут на 10. По истечении этого времени раскатываю их на пергаменте с силиконовым покрытием. Я раскатываю коржи по 19 см, так как остальная часть мне потребуется для декора. Если вы готовите без сложного декора, то каждый кусочек теста можно раскатать до 21 см диаметром. Корж перекладываю на противень и накалываю вилкой. Выпекаю в разогретой духовке до 180 градусов в течение 4-6 минут. Корж вырезаю, пока он горячий. Обрезки от коржей убираем в отдельную тарелочку. Очищаю бумагу для выпечки и раскатываю на ней другие коржи. Также я вырезаю соты. Готовые коржи складываю стопкой. В большой миске соединяю сахарную пудру и всю сметану. От общей массы крема нужно отделить 240 граммов. Теперь приступаем к сборке торта. На каждый корж примерно потребуется по 105 граммов крема. Последний верхний корж смазываю только чуть-чуть, затем закрываю всю пищевой пленкой и убираю в холодильник на ночь. Небольшое количество обрезков от коржей я ломаю в отдельную тарелочку. От крема, который мы оставляли, добавляю сюда 2 столовые ложки. Все хорошо перемешиваю и убираю в полиэтиленовый пакет. Остатки крема и массу с коржами нужно убрать в холодильник. Я убираю все в полиэтиленовые пакеты, можно воспользоваться пищевой пленкой либо контейнером с крышкой. Остатки обрезков измельчаю в блендере. В ковшик с толстым дном я всыпаю изомальт и ставлю все на средний огонь.
На пергаменте с силиконовым покрытием я нарисовала импровизированные крылья. Аккуратно по дизайну выравниваю изомальт. С первого раза такие крылышки могут не получиться, в этом нет ничего страшного, переложите их обратно в ковшик и подтопите. Из изомальта у меня совсем небольшой дизайн, поэтому я его постоянно подтапливаю. Зубочисткой добавляю небольшое количество красителя. На небольшой тарелочке делаю дизайн с зеленым покрытием. По желанию кисточкой можно подсыпать небольшое количество кондурина. Из массы с коржами формирую небольшое туловище для пчелки. Небольшое количество горького шоколада со сливочным маслом я растапливаю в микроволновой печи. Все эти пропорции я беру на глаз. Ганашем смазываю туловище пчелки и перекладываю его шоколадом вниз на пластиковый шпатель. Затем кисточкой промазываю верх туловища. Сразу после этого вставляю крылья и убираю в холодильник. Совсем небольшое количество белого шоколада я растапливаю в микроволновой печи и добавляю желтый краситель. Обрезаю кондитерский мешок и добавляю туда шоколадную массу. Когда верх из темного шоколада полностью застынет, продолжаем украшать пчелку. Достаю торт из холодильника и промазываю бока. Формирую небольшой узор, так как торт буду присыпать не по всему периметру. На верхнюю часть оставляйте чуть больше присыпки, так как нижняя будет пропитываться кремом. Дизайн из изомальта во влажной среде становится матовым и липким.
поэтому при контакте с влажной поверхностью они потекут. Вкладывайте их непосредственно перед подачей. Если вам понравился рецепт, то обязательно подписывайтесь на наш канал. Спасибо, что были с нами.